Раньше Зора просил о содействии, но теперь реально мочит и делает мир чище. О чем это я? Конечно, о новом мойщике от Well Zora Z6 Spray. В отличие от старого Z6, он оснащен распылителем, смачивает поверхность и вытирает грязь салфетками. При этом все фишки предшественника сохранили. Z6 Spray такой же красивый, удобный, мощно присасывается, а стоит даже дешевле. На отдельных площадках отдают за 12 тысяч. В чем подвох, если он есть? Как работает распылитель и справится ли мойщик с самым грязным окном в мире? Попробуем разобраться, но только после фирменной заставки. Первым делом заглянем в коробку. Что у нас здесь? Мойщик окон, по-прежнему фиолетовый с бордовыми салфетками. Страховочный трос в наличии. Запасные кольца, если у вас руки как у Терминатора. Пузырек с узким носиком для заполнения бачка. Запасные форсунки, их нужно периодически менять. Пульт дистанционного управления с батарейками. Первая часть шнура питания с адаптером. Вторая часть с вилкой. И третья часть – удлинитель. Суммарная длина 5 метров. 6 пар дополнительных мопов. Гарантийный талон на 2 года. Инструкция на разных языках, включая русский. Комплектация один в один, как у Z6. Все, что нужно для эксплуатации. Характеристики тоже без изменений, за исключением того, что у робота появился бачок. Изменения в дизайне тоже связаны с этим новшеством. На лицевой панели появилось отверстие, заткнутое пробкой. Сюда нужно заливать воду, которая в процессе уборки распыляется через форсунку на боковой части корпуса. Остальные элементы нам хорошо знакомы. Круглая ручка, максимально удобная, когда ставите мойщика снаружи. Но у такой конструкции есть очевидный минус. Корпус на 1,5 см выше стандартного. Важный фактор, если на окнах решетки. В ручке проделано отверстие для выхода воздуха. Рядом под лицевой панелью размещается динамик. Разъем с резьбой предназначен для шнура питания. Нужно будет его сюда завинтить. Жесткая часть страховочного троса уходит в корпус, мягко стыкуется с ним через соединитель. При желании можно раскрутить, провести ревизию, сделать замену. Снизу мопы на пластиковых кольцах. Салфетка средней мохнатости, двухсторонняя. Можно вывернуть наизнанку, использовать повторно, а потом уже бросить в стиральную машину. Между держателями мопов располагается наклейка, подробности в стоп-кадре. Рядом с наклейкой имеются дополнительные индикаторы, чтобы отслеживать состояние робота, когда он висит снаружи. А когда работает внутри, можем ориентироваться на цвет кнопки и звуковые сигналы. Другие опции управления на пульте. О нем расскажу через минуту, а пока пару слов о том, как подготовить мойщика к работе. Выполняем по пунктам. Заливаем воду в бачок, для этого используем пузырек из коробки. Уровень заполнения бачка можно оценить через прозрачное окошко. Вставляем удлинитель в адаптер, второй конец шнура, идущего от адаптера, соединяем с удлинителем. Удлинитель, в свою очередь, завинчиваем в корпус робота. На самом деле сборка шнура питания – это стандартная процедура, с которой не возникнет никаких сложностей. Подключаем робота к сети 220 и ждем, пока зарядится аккумулятор. Привязываем страховочный шнур к батарее. Когда все условия выполнены, остается лишь прижать робота к поверхности и нажать кнопку «Пуск». Пульт управления такой же, как раньше, но теперь верхние кнопки функциональные. Левая активирует автоматическое распыление. Когда этот режим включен, моргает голубой индикатор. Правая – это принудительный пшик, если дополнительно хотите где-то побрызгать. Кнопка с характерным названием «Старт» запускает уборку. «Стоп» сбрасывает программу. Приостановить и возобновить работу можно кнопкой «Пуск-пауза». Алгоритмов работы 3. Справа налево, слева направо, сверху вниз. При желании можно взять инициативу в свои руки и поуправлять кнопками со стрелками. Теперь приступаем к тестам. У меня как раз есть подходящее окно. Вся поверхность в песке, в пыли и присохших дождевых потеках, как будто из фильма «Интерстеллар». Такое загрязнение нужно отмывать в 2 этапа. Сначала сухая, а потом влажная уборка. Во время сухой уборки салфетки собирают пыль, чтобы на следующем этапе она не превратилась в грязь. Обратите внимание, насколько чище становится стекло с первого же прохода. С этого ракурса хорошо видна граница обработанной зоны. При выборе программы вверх Z6 Spray добирается до верхнего края рамы, а затем методичными зигзагами зачищает всю поверхность из стороны в сторону. Эту же процедуру я повторил на соседних стеклах. Согласитесь, здорово, когда такой мойщик все делает сам. Хотите себе такого, причем совершенно бесплатно? Тогда заходите в Telegram Best Robot, где раз в месяц проходит розыгрыш какого-нибудь робота среди подписчиков. От Well Zora Z6 уже прям дождаться не может нового хозяина. Возможно, им станете именно вы. После сухой уборки окно стало заметно чище.
Пыли нет, осталась только присохшая грязь, которую роботу предстоит размыть и вытереть. Салфетки потемнели, края вообще серые, даже не видно бордового ворса. Различия между салфетками до и после уборки видны невооруженным глазом. Заряжаем новую пару мопов и приступаем к влажной уборке. Из-за расположения распылителя на правом боку Z6 спрей брызгает воду либо когда поднимается вверх, либо когда едет слева направо. Не оптимально, но так работают все мойщики с одним распылителем. Жаль, что пока не придумали регулировку частоты распыления. К примеру, у тестируемого робота пшик происходит на третьем вращении мопа, а окна у меня узкие. Получается, робот успевает проехать середину стекла и брызгает воду только у рамы. Но даже с учетом неоптимального подхода к уборке, результаты меня впечатлили. Стекло выглядит полностью прозрачным. Ни грязи, ни разводов не осталось. За исключением углов, куда круглый робот заехать не может. Конечно, салфетки уже не адски грязные, как после первой уборки, но все равно потемневшие. Свою задачу они выполнили. Аналогичные манипуляции были проведены для внутренней стороны стекла. Теперь мои окна совершенно чистые. Лайк и подписка, что тут еще можно сказать? Отмечу, что тестировать мойщика за окном мне понравилось больше. Уровень шума до 50 дБ. Робота почти не слышно. А вот когда работает внутри, сериал уже не посмотришь. 70 дБ. Все окна помыты, а чистые салфетки еще остались. Что делать? Повешу робота на зеркало, пусть приведет в порядок. Обратите внимание, что с одной стороны окно заканчивается обрывом. Мойщик обрабатывает всю площадь и не падает. Для безрамных поверхностей Z6 спрей подходит. На кафельной плитке тоже работает, несмотря на то, что поверхность не идеально гладкая. Швы между плитками тоже не мешают. Что ж, практически все проверили, осталось рассказать только о безопасности. Если робот посмотрел на ваши окна и решил покончить жизнь самоубийством, ничего страшного, купите новый, он стоит не так уж много. Если робот посмотрел на ваши окна и свалился от ужаса, ничего страшного. Не зря же мы предусмотрительно привязали его к батарее. А если внезапно отключится электричество, у вас будет целых полчаса, чтобы перенести мойщика в безопасное место. В это время он будет держаться на стекле за счет встроенной батареи. Можно даже в магазин успеть сгонять. Подведем итоги. Atwell Zora Z6 Spray сохранил дизайн и характеристики предшественника, но при этом прибавил в удобстве использования и качестве уборки. Смачивать салфетки не требуется, с этой задачей Zora справляется сам. У меня рядом с домом стройка, и ветер, как в мультике про Навсекаю, но Zora Z6 Spray спокойно справился даже с такой экстремальной задачей. Вот что значит хорошая сила всасывания плюс распылитель. Конечно, нужно учитывать особенности мойщика. Торчащая ручка может мешать под решетками. Для кого-то недостатком может стать отсутствие приложения, но лично я всем доволен. За свои деньги топовый аппарат. На этом у меня все. Спасибо за лайки и подписки. Ждите новых обзоров. Благодарю за внимание.